Всем привет! Меня зовут Земфира. Добро пожаловать на мой канал, на канал Z Handmade. Это первая часть видео мастер-класса по вязанию вот такой вот собачки Сибу Ину Лала Фанфан. Такая игрушка получается в длину 23 сантиметра. Ножки, туловище, голова вяжутся одной деталью, ручки, ушки ввязываются по ходу вязания. И еще потом ушки вот в этих частях пришиваются к голове игрушки. Белая часть, которая вот расположена на щечках и на животике, это все вяжется одной деталью и потом пришивается к игрушке. Мордочка тоже вяжется отдельно и потом пришивается. Одежда вся съемная. Итак, давайте я вам подробно расскажу, что нам понадобится для вязания такой игрушки. Нам понадобится плюшевая пряжа. На этот раз я буду использовать цвет под номером 80330 Гималая Dolphin Baby в 100 граммах 120 метров. Нам понадобится меньше одного мотка. При вязании первой игрушки я использовала основной цвет под номером 80337. Далее нам понадобится белый цвет, это номер 80301. Для вязания повязки на голову и для вязания платья я выбрала на этот раз плюшевую пряжу под номером 80306. И для вязания полосочек добавить такую, разбавить цвет, я выбрала вот такой вот розовый. Это цвет более такой насыщенный, сейчас я не помню этот номер, 80309. Для вязания сумочки тоже нам понадобится плюшевая пряжа. На этот раз у меня будет под номером 80337. А для первой игрушки я использовала на сумочку, нет, не этот цвет, 80342. Для вязания платья я использовала для первой игрушки 80313 желтый и оранжевый 80316. Далее нам понадобится неплюшевая пряжа для пришивания белой части к игрушке. Можно использовать швейную нить, а можно использовать и вот такую вот неплюшевую пряжу плотную. Я ее расслаиваю и пришиваю. Также нам понадобится неплюшевая пряжа, приближенная к основному цвету. У меня вот это вот была, вот эту я выбрала, чтобы пришить ушки в серединке. У нас по краям ушки будут вязаны по ходу вязания, а вот эта вот часть не будет задействована в вязании. Тут останутся такие отверстия, поэтому их надо будет пришить к голове игрушки. И еще нам понадобится неплюшевая пряжа черного цвета, чтобы вышить носик, либо же, может быть, будете использовать готовый носик, то понадобится черная пряжа для вышивания вот этих вот полосочек. Далее нам понадобятся крючки. Основной крючок у меня это под номером 5. Вспомогательный крючок, крючок-помощничек меньшего размера под номером 2. Ножницы. Маркеры для отметки новых рядов. У меня это не плюшевая пряжа, мне с ней удобнее работать. Швейная игла с большим ушком. Нам понадобятся глазки черные на безопасном креплении. Для первой игрушки я использовала размер 12 миллиметров. Может быть, я успею к тому моменту, когда мы начнем фиксировать глазки, может быть, я успею приобрести глазки 14 миллиметров. Все-таки хочется как-то побольше для этой игрушки использовать. Пока у меня сейчас 12 миллиметров. Нам понадобятся очки. Очки в длину 17 сантиметров. Диаметр этих кружочков 2 сантиметра. И нам понадобится наполнитель. Итак, давайте приступим к вязанию. Перед началом вязания хочу обратиться к новичкам и гостям моего канала. Перед тем, как начать вязать, обязательно посмотрите два моих видео, одно из которых называется «Два способа вязания крючком плюшевая пряжа» и второе «Вязальное видео шпаргалочком». Там вы для себя найдете много чего полезного, которое пригодится при вязании данной игрушки и при вязании всех остальных амигуруми игрушек. Ссылочки на эти видео я оставлю в описании под этим видео. Начнем наше вязание с вязания ручек. Берем плюшевую пряжу основного цвета, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2.
Во вторую петлю от крючка провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. В следующем ряду, это у нас будет второй ряд, вяжем 5 прибавок подряд. Провязываем в каждую петлю по 2 столбика без накида. Итоговое количество петель у нас должно получиться 10. Провязали. Новый ряд можно отметить маркером. Следующие 8 рядов, это с 3 ряда по 10 включительно, вяжем без изменения. В каждом ряду по 10 столбиков без накида. Провязали, вытянем слегка петлю и наполним ручку наполнителем. Наполняем средней плотности. Продолжаем наше вязание. Следующий ряд 11. В этом ряду вяжем такую комбинацию. 3 столбика без накида, 2, 3, плюс 1 убавка. Провязываем 2 петли вместе за передние стеночки. И повторим такую комбинацию еще один раз. Итоговое количество петель у нас должно получиться 8. Далее складываем наше вязание пополам и провязываем вместе вот эти вот 2 ряда 3 столбиками без накида. Второй столбик без накида. Третий столбик провяжу крючком меньшего размера. На конце у нас 3 петли. Сначала подхватываем 2 петли, которые друг напротив друга. Протягиваем рабочую нить. Далее заводим крючок в третью петлю беспарную. Захватываем рабочую нить, протягиваем. На крючке у нас 3 петли. Провязываем их вместе. Протягиваем рабочую нить и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. Этот хвостик прячем в ручку. Одна ручка у нас готова, вторую ручку вяжем точно так же и переходим к вязанию хвостика. Берем плюшевую пряжу основного цвета, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 6. Это у нас первый ряд. Следующие 4 ряда вяжем без изменения. Это со второго ряда по 5 включительно. В каждом ряду по 6 столбиков без накида. Провязали. Далее складываем наше вязание пополам и провязываем вместе 2 столбиками без накида. Рабочую нить протягиваем и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. И этот хвостик прячем вот в этот хвостик. Хвостик готов. Далее переходим к вязанию ушек. Одно ушко будет состоять из 2 частей: основного цвета и дополнительного цвета. Эти части вяжутся по одной и той же схеме. Для начала возьмем плюшевую пряжу основного цвета, основной крючок и наберем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провяжем 2 столбика без накида. 1, 2. Вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. В начале ряда вяжем 1 прибавку. И в конце ряда, то есть во вторую петлю, мы вяжем тоже 1 прибавку. И итоговое количество петель в этом ряду должно получиться 4.
Вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Следующий ряд у нас по счету третий. В начале ряда вяжем одну прибавку. Вяжем в одну петлю по 2 столбика без накида. Далее вяжем 2 столбика без накида. И в конце ряда вяжем одну прибавку. Воздушная петля, разворот вязания. В этом ряду у нас должно получиться 6 петель. Следующий ряд вяжем без изменения. 6 столбиков без накида. 2, 3 и 6. Воздушная петля, разворот вязания. Следующий ряд у нас 5. В этом ряду в начале ряда вяжем одну прибавку. Далее вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. В конце ряда одна прибавка. Вытянем слегка петлю, и это вязание пока отставим в сторону. Берем плюшевую пряжу дополнительного цвета, то есть белого, и вяжем точно такую же вторую часть. Провязали, рабочую нить протягиваем и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. Далее берем первую часть основного цвета, прикладываем эти две части и провяжем вместе столбиками без накида, полностью вот так вот по краю. Так, сначала сделаем присоединение соединительной петлей. Вот так. И начнем обвязку. Рабочую нить сильно не натягиваем, чтобы не стянуть вязание. На уголочке, вот в этом, здесь будут стеночки петель, провяжем по 2 столбика без накида. Как бы сделаем такую вот прибавочку, чтобы ушко было такое слегка заостренное. Если этого не сделать, то ушко будет такое закругленное. И по нижнему краю провязываем 8 столбиков без накида. Соединяем 2 ряда основного цвета и дополнительного. Так, вяжем последний столбик без накида. Ниточку протягиваем и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. И этот хвостик прячем вовнутрь ушка, заводя его вот в этом вот месте. Одно ушко у нас готово, второе ушко вяжем точно так же и продолжим наше вязание уже в следующей части. Поэтому, кто не подписан на мой канал, предлагаю подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить вторую часть видео мастер-класса «Собачка Сибуину Лала Фанфан». Всем спасибо большое за вязание вместе со мной. Всем пока-пока!